Все продукты для этого вкусного супа я беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. 2 картофелины нарезаю кубиками. Закладываю в кастрюлю, заливаю водой и ставлю закипать. Пока картошечка закипает, я натру 1 луковицу. К измельченному луку добавляю куриный фарш 400 граммов. Насыпаю немного молотого перца, 1/3 чайной ложки соли и пол чайной ложки сухого укропа. Можно, конечно же, нарезать свежий по желанию. И, конечно, все перемешаю до однородного состояния. Из этого фарша я буду делать фрикадельки. С добавлением тертого лука, ароматного укропа эти фрикадельки будут невероятно вкусными, сочными и очень-очень ароматными. Суп у нас будет диетическим, полезным для здоровья и при этом, повторюсь, очень вкусным. Ароматные фрикадельки опускаю в закипевший суп. На этом этапе приготовления добавляю в суп приправы: 1 лавровый лист, пару душистых перцев и пару черных перцев горошком. Затем оставляю суп вариться на небольшом огне. Дальше я беру 1 маленький качан цветной капусты и разделю его на небольшие соцветия. Цветную капусту сразу же отправляю в кипящий суп. Дальше 1 морковь натираю на терке. Ее, конечно же, можно нарезать, но у меня в семье ее так больше любят. В хорошо разогретую сковороду наливаю пару столовых ложек растительного масла и выкладываю сюда морковь. Пассерую, помешивая совсем недолго, каких-то пару минут. Нам нужно, чтобы морковка дала свой цвет и свои ароматы растительному маслу. Так и вкус, и цвет супа значительно улучшатся. Морковь со сковороды высыпаем в суп. Также на этом этапе приготовления суп пора посолить по вкусу. Суп оставляем вариться еще на 5 минут, чтобы все овощи были готовы. Временем нарежем зелень для супа. У меня это душистый укроп. Он в этот суп подходит просто идеально. Но прежде чем добавить в суп укроп, я высыплю в него 3 столовых ложки кукурузной муки. Это обогатит суп витаминами, минералами, клетчаткой и даст интересную консистенцию. Чтобы мука не бралась комочками в супе, я всыпаю ее через ситечко и перемешиваю. В последнюю очередь добавляю укроп и даю этому супу покипеть еще 1 минутку. Затем я огонь выключаю и даю супу настояться еще 5 минут под крышкой. Посмотрите, какая красота! За полчаса мы приготовили вкусный, полезный, к тому же очень аппетитный суп. Я вам очень рекомендую приготовить этот суп. Кстати, вместо цветной капусты можно использовать брокколи или белокочанную капусту. Готовьте на здоровье! Также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы видеть новые интересные рецепты. Если рецепт супа вам понравился, ставьте лайк под видео.
Делитесь этим видео с друзьями, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам отличного самочувствия, прекрасного настроения и, конечно, мирного неба над головой. Как всегда, мы с вами встретимся в следующем вкусном видео.